Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это уже почти традиционный недельный гороскоп с 25 по 31 августа. Ребят, заканчивается календарное лето, календарный месяц. И хочу сказать, если вот так коротенько про эту неделю, то она будет, я бы так сказала, на движе. Неделя будет активной, неделя будет заставлять нас двигаться вперед, поднимать свою планку, повышать свои цели, к ним идти, стремиться, напрягаться, скорее всего, да, но не сколько напряжения от нас будет требоваться, а сколько умения договариваться. Потому что основные источники наших вопросиков на этой неделе будут как раз-таки такие планеты и аспекты, как Венера в оппозиции с Плутоном, Марс в квадратуре с Юпитером, Солнце в квадратуре с Ураном. И эти все аспекты, они реально конфликтны. То есть здесь мы можем либо поругаться, либо если же нам уже все понятно, мы уже до этого все сказали, и мы в принципе понимаем, что же нам делать, да, куда нам нужно идти, какова наша цель, тогда, ну, ребят, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться. Сейчас расскажу, как все эти напряженные аспекты конвертировать в плюс. Ну, потому что только так это и работает, особенно если в других методах прогноза в ваших личных картах там все гармонично, и вот вы открываете, у вас в транзитах просто швах. И вы такие: Жень, что делать? А нужно просто сильнее напрячься. Скажите: да я и так уже напрягаюсь. Ну, ребят, если бы вы напрягались достаточно, значит, у вас уже был бы тот результат, который бы вы хотели. А если вы вот так, ну, хочу, немножечко сделал, хочу, немножечко не сделал, то получается не на пике своих возможностей. Амплитуда этих аспектов, про которые я сейчас буду рассказывать, она на самом-то деле очень сильно высокая. Поэтому, ребят, этот гороскоп подходит для всех знаков зодиака, неважно, по асценденту, по солнцу, по луне, по декадам, неважно абсолютно. Основные тенденции этих аспектов, на кого-то они будут влиять больше, на кого-то они будут влиять меньше. Почему такая разница? Потому что мы, согласитесь, все с вами пришли сюда с разными возможностями. Да, можно сказать, что солнце светит всем одинаково, да, просто не все могут это солнце распознать, не все пользуются своими навыками, талантами для того, чтобы, ну, денег даже заработать, да, для того, чтобы договориться. И здесь будет именно договорные отношения на этой неделе, не сколько в работе, да, момент испорченной репутации тоже может уже нагнетаться, но здесь очень сильно личную жизнь нужно на этой неделе держать, не разругаться с близкими. И да, если говорить по каждому денечку, да, то у нас понедельник. Понедельник 25, 25 число. Что, ребят, Луна еще по-прежнему в Деве, Луна еще по-прежнему в Деве, когда мы можем, в принципе, рационально думать, рационально договориться, но все-таки 25 у нас Луна будет в оппозиции, да, то есть она переходит из Девы в Весы, в оппозиции с Сатурном и Нептуном. Аспекты конфликтности, да. То, что мы будем рационально думать, выкруживать, что же нам как-то сделать, где бы заработать. Плюсом еще эмоции нас будут нагнетать, да, потому что Луна в оппозиции с Нептуном – это либо наша лень, либо наши эмоции, да, то есть мы будем неспокойны. А Луна в оппозиции с Сатурном, когда мы объективно понимаем, что нам не хватает того самого социального статуса, нам не хватает внутренних амбиций что-то делать, нас это раздирает, да, нам не хватает денег в том числе, потому что это аспект долгов, если они у нас накопились, то их нужно возвращать, да, и это такая история, которую хотелось бы как-то вот убрать, просто взять вот и обнулить. Не тот аспект обнуления. Конечно, здесь еще усложняет историю, что Солнце в квадратуре с Ураном – это аспект реально желающий обнуления, когда хочется взять и все обрушить, выйти и сказать: я вот больше не хочу вот здесь ничего решать, да, решите все как-то за меня, я хочу свободы, легкости, вот это вот модная тенденция, да, но, ребята, это все прекрасно, ну, я бы вот и говорила же, да, что у нас там сентябрь, коридор затмений, и вот это вот все интересное к нам снова возвращается. И здесь как бы, да, уходить в закат немножко глуповато. Здесь нужно взять и сделать, то есть обзавестись такой жирной целью, потому что, ну, и начинает у нас сходиться
объективно все точнее и точнее, прям с понедельника, ребят, оппозиция Венера с Плутоном. Венера с Плутоном, причем Венера еще в раке, и она буквально вот на этой неделе войдет во Льва, и пока вот она в раке, мы еще, вот знаете, такие, мы еще кроткие, мы еще можем красиво, тактично, мы еще думаем о чувствах близких, мы задумываемся об этом. Когда у нас Венера перейдет, буквально даже сейчас прям скажу, ну вот 26 августа, со вторника Венера переходит в знак Льва. И мы уже не будем заботиться о мнении вообще окружающих, близких, любимых, несмотря на то, что насколько они любимы для нас, да. То есть здесь начнется уже наше амбициозное, мощное влияние в точной оппозиции Венера с Плутоном. Венера с Плутоном про что? Когда мы хотим жить гораздо лучше и интересной жизнью, вообще Венера у нас будет во Льве, а это звезда, неважно, мужчина вы или женщина, да, когда наши амбиции будут вот прям наружу вот так выходить очень сильно, как вулкан, да, вот можно по-другому сказать, это вот прям в прямом смысле действие, как у вулкана. Ну, то есть вот это все подкипало, подкипало, и вот здесь начнется извержение со вторника, да, ребят, девчат. И эта история такая, знаете, когда вот гордыня, эмоции, активность, когда мы считаем себя звездами, и мы не следим за тем, что мы говорим, что мы делаем, да. То есть, ну, начнется уже так еще в понедельник, мы еще так спокойненько, да, мы на это все смотрим, обстоятельства нам говорят, что нам как бы необходимо бы здесь и денег заработать для того, чтобы себя обезопасить, да, для того, чтобы вести себя более свободно, вальяжно, да, чтобы иметь какой-то запас прочности. На самом-то деле, да, здесь вот мы на все это смотрим, понедельник, обстоятельства к нам подкатываются, что как ощущение, что нас загоняют как-то вот так вот в угол, да. Естественно, те, кто идут, работают, берут новую планку, не боятся своих страхов, потому что Луна в оппозиции с Сатурном — это наши страхи, это наши эмоции, это наши переживания, которые мы с ними так и живем, то есть мы с ними срослись, и для нас это уже как норма, да. А для того, чтобы сделать вот этот скачок, про который я все лето говорила, да, вот этот скачок сделать и вот так вот перепрыгнуть в сентябрь, вот так перепрыгнуть коридор затмений и еще больше скакануть осенью. То есть вот сейчас, ребят, вот эта неделя, финальная неделя августа, когда начинаются вот эти зачатки. И в понедельник как раз-таки нас начинает всех обстоятельства зажимать в угол, и мы думаем, ну как так-то? И объективно понимаешь, что нужно выходить за рамки своих вот действий настоящих. И здесь что? Включается Венера. Во вторник включается Венера во Льве в оппозиции с Плутоном, когда мы объективно понимаем, что нам нужно больше. То есть нам нужно больше двигаться, что нам нужно больше эмоций, больше счастья, больше радости, больше удовлетворения в жизни, потому что Венера во Льве, если несчастна, то это огонь, пожар и, ну, то есть летит личная жизнь в тартарары, потому что здесь еще замешан Уран. То есть очень легко получится уйти в закат, уйти в развод, разрушить отношения, покинуть работу, на которой вы работали, например, столько лет, да. Плюсом у нас еще во вторник Луна в соединении с Марсом сходится, то есть день достаточно агрессивный, то есть вроде как приземленная Луна с Сатурном, да, будет такое ощущение, что ну вот у нас обстоятельства, мы вот вроде как здесь готовы посидеть, пождать, но вторник будет день реально огненный. Здесь Луна в соединении с Марсом, и вот еще в квадратуре с Юпитером становится. То есть начинает со вторника нагнетаться очень сильно мощная история, особенно если мы будем свои жесткие сильные эмоции подогревать. То есть если мы захотим разругаться, мы поругаемся вообще очень сильно легко, быстро сожжем мосты, но у нас очень сильный эмоциональный коридор затмений в сентябре, ребят. Поэтому здесь понимайте, что если у вас в ваших любовных отношениях очень много важных и теплых вашему сердцу моментов, то здесь надо подумать. Если вы объективно понимаете, что на вашей работе вам платят очень хорошие деньги, и для того, чтобы свои эмоции, гордыню, амбицию перегнуть, вы не нашли или не облагоустроили себе новое место работы, будь оно во фрилансе, будь оно где-то в другом месте, то есть если у вас нет того места, где вы можете максимально раскрыться, тогда начинайте на этой неделе как раз-таки это место искать. Очень хорошая история, опять же говорю, на
таких аспектах это начинать что-то новое, но оно будет идти не идеально, потому что мы же всегда любим, если уж мы решились, то должно сейчас вот прям сразу пойти идеально. Если не идеально, то все не судьба. Мы бросаем, не идет сразу как надо, значит все. Да нет же, ребят, просто сейчас аспекты на самом деле на то, чтобы понимать, идем мы или не идем. Насколько сильно вы готовы в будущем переживать трудности, которые будут у вас на пути, да. Поэтому хочу сказать, что если вот так каждый день проскочить, очень сильно важные дни, понедельник, вторник, очень сильно важные дни, понедельник поспокойнее, но обстоятельства будут загонять нас в угол. И здесь главное не тушеваться, рационально ко всему подходить. Рационально, трезво, здраво, ну, потому что оппозиция Луны с Нептуном – это еще и про иллюзии, про наши, да, когда мы можем очень сильно заблуждаться, ошибаться, и вот так вот себе вроде как здравым смыслом прикрывать все свои висяки. Но здесь нужно прям-таки четко понимать. Вторник у нас день агрессивный, когда мы можем разрушить любые отношения, потому что Луна, казалось бы, в весах, но она в соединении с Марсом. Очень хороший день для того, чтобы заниматься спортом, бега, просто бега. Плюсом еще Марс в квадратуре с Юпитером, Венера в точной оппозиции с Плутоном. То есть это день, когда нужно брать большую цель. То есть нам нужно прям вот брать блокнотик, да, прям ежедневничек, берем себе и прям записываем, что мы хотим. Вот прям вот не малодушничаем. День больших целей, растущая Луна на ближайшие 2 недели, да и, собственно, ближайшие-то 2 недели будут огонь, я вот и так если скажу, можно даже сказать, что коридор затмения это будет вот наша история, как мы будем исправлять все свои косяки вот этих 2 недель. И я вам хочу сказать, что здесь главное не намолотить дров, ребят, потому что потом будет история такая очень даже грустненькая. Среда. Среда, хочу сказать, что день попроще, поприятнее, но Венера в оппозиции с Плутоном никуда не делись, Солнце с Ураном начинает распадаться, квадратура, да, то есть уже очень сильно в закат уходить не хочется, но при этом, если вы решили все-таки продолжать двигаться вперед и в ваших отношениях, да, то в отношениях про любовь сейчас, да, быстренько, в отношениях начинайте говорить на глубокие темы, на темы, на которые раньше было страшно поговорить. Может быть, они вам казались глупыми, может, а зачем это нужно. Просто начинайте говорить со своей второй половинкой о таких, о базовых вещах. А что тебе нравится, а чего ты хочешь достичь, а куда ты хочешь прийти. Вообще, ты когда маленький был, кем ты хотел стать? Ну вот если вы на такие вещи не разговариваете, то есть а как вот ты смотришь на вот это, точка зрения твоя вот этого, например, и совершенно про другое. Потому что очень многие пары живут в таком состоянии, когда просто живут вместе. Просто там каждый ходит на работу, встречаются, привет, привет, как дела, все, сели в телефоне, зависли, там что-то как-то вечер прошел, все. И очень многие так живут. Постарайтесь здесь уйти на глубину своих отношений, эмоций, да, и тогда вот эти аспекты Венеры с Плутоном, они проживаются не как скандал, а как «О, ничего себе, а это очень классно, оказывается, у нас с тобой такие очень интересные взгляды на это». Это же, ну, то есть это такие, знаете, глубокие осознания, когда мы понимаем, что, блин, а у нас же классный партнер, и это такие очень хорошие осознания. Ходить на свидания, встречайтесь, потому что Луна, тем не менее, у нас в весах, хорошее время гулять. Главное, будьте аккуратны, будьте тактичны. Ну, Луна, конечно, укатывается. Хорошее время для переговоров, для разговоров, для свиданий. Очень хороший день среда. Очень хороший день среда. В работе, если вы в понедельник, вторник у вас вот так вот накипело очень сильно много, да, то тогда в среду, ну и у вас накипело, и вы решили все-таки двигаться вперед, решили как-то, вы поняли, что вам эта работа не очень-то подходит, а вы уже здесь все испробовали, ваша планка здесь дальше подняться не может, то есть вы прекрасно понимаете, что вы хотите как-то дальше, вы ищете либо новую работу, да, и понимаете, чего же вы на самом деле хотите, потому что хороший день, в принципе, и среда и для учения, для обучения, для переговоров. Вообще хорошая неделя последняя августа для внедрения нечто нового в свою жизнь, прям и поднятия в таких больших масштабах. Новые навыки, изобретательность, креативность, творческий подход. Очень хорошее для этого время, потому что у нас и Венера в тринах с Сатурном и с Нептуном всю эту неделю будет стоять. Вот как с понедельника, со вторника встала, просто в точном трине. То есть это очень хороший аспект для
движение в сторону покупки недвижимости, для движения в сторону раскрытия своих творческих талантов, навыков, для переезда, иммиграции, подготовки документов к этой истории, ребят, да. Можно, конечно же, просто походить, погулять, повстречаться, чего-то там себе такого купить. Хорошая история для больших крупных покупок в том числе, да. Главное, думайте головой. При этом в разговорах, переговорах у нас Меркурий как раз-таки вторник, среда находится в квадратуре с Лилит. Не ретроградный Меркурий уже, да, то есть возврат к той позиции ретроградного Меркурия в июле, да, в июле, начале августа. И вот сейчас будут как раз-таки отголоски того периода, что мы тогда сказали, что тогда мы лишнего маханули. Если вы весь месяц находились в такой конфликтной позиции, то здесь как раз-таки придет выяснение отношений. Закройте эту тему, идите дальше, чтобы в коридор затмений в этот эмоциональный период себе не портить жизнь. Это так и есть. Конфликты, ссоры и скандалы — это не то, что другой человек страдает. Если мы от этого переживаем очень сильно, мы несем эту тяжелую ношу. Поговорите с человеком, облегчите себе жизнь и путь, дорожку, и будет у вас все хорошо. И идем дальше. 28 августа. 28 августа поистине такой сложненький день. Луна становится у нас в квадратурах с Венерой и с Плутоном. Вот в этом есть сложность. Здесь конфликт такого большого, мощного, фундаментального, конфликт с женщинами, я бы это так сказала, конфликт в партнерских отношениях. У мужчин это однозначно конфликт с женщинами, с мамами, то есть такой большой, мощный аспект, если вы найдете, если у женщин тоже конфликт с женщинами, с мамами, да, то есть если здесь найти как раз-таки вот этот момент, суметь договориться, понять, не просто выговориться, да, вот так сказать, все, я все сказал, я все сказала. Нет, если здесь докопаться до сути конфликта, потому что это может ничего не стоить. То есть прошло, например, какой-то большой период времени, это момент может быть очень сильно родом из детства, да, и когда по прошествии большого количества времени мы в этом разбираемся, нам уже кажется, так это же вообще как-то вот ни о чем. Когда начинаем разбирать конфликт, для другого человека эта история вообще непонятно, на что обижен был, да, человек, потому что здесь именно вот 28 августа — это день обид, когда вот если вы разберетесь здесь в себе, да, здесь, конечно же, другой совершенно подъем, другое совершенно движение, вот классное такое состояние, вам станет понятно, сил прибавится, потому что это, во-первых, отнимает очень много сил. Если говорить про работу, этот аспект больших, очень сильно мощных, важных денег, потому что у нас Луна с четверга, четверг и пятницу у нас Луна в Скорпионе, когда мы понимаем, что наши аппетиты возрастают и очень сильно, и когда мы ради своих целей готовы перемолотить большой объем работы. Четверг и пятница, Венера во Льве, то есть когда мы потрясающие ораторы. Луна в Скорпионе, когда мы можем прям впахивать, когда мы психологически чувствуем обстановку, да, когда мы разбираемся и наша интуиция нас ведет. Здесь в четверг, пятницу хорошее время для ораторской истории, да, для переговоров больших, мощных, очень сильных в том числе, да. Очень хорошая история, опять же повторюсь, для сделок с покупкой, продажей недвижимости. Очень хорошая история. Покупка автомобиля тоже хорошая. Здесь Уран в хорошем аспекте. Конечно же, здесь, если вы берете очень сильную планку, понимаете, будет даваться сложновато. Легкая планка будет не нравиться, поэтому либо золотая середина, конечно же, каждый смотрит, опять же, по силам, потому что для кого-то эти аспекты суперсложные, кто-то с ними всю жизнь живет и понимает, что так, ну, нужно потрудиться, ну, ладно, сделаю плюс 3, чем я сейчас делаю, да, то есть это такой момент, когда каждому свое. Здесь нет одинакового алгоритма, ребят. Но оставляйте в комментариях свою дату, время, место. Посмотрю, как на вас сыграет последние денечки августа. Кому-то наоборот нужно, вот если вы прям чувствуете такой мощный, большой, взрывной запал в себе, и куда-то эту силу нужно деть, вы поймете, что если вы сейчас не получите то, что вы хотите, вы прям поругаетесь, да, вот тогда берите планку выше, чтобы вот в достижение этой цели как раз-таки весь свой негатив слить, да.
Если вы понимаете, что вы и так уже устали, да, то здесь тогда уходите просто в договорные такие отношения, в что-то, нечто спокойное, где у вас будет такой большой объем, момент психологически обработать ситуацию, которая случилась. Поэтому здесь вот такая двоякая ситуация, и каждому свое. Нет хороших и плохих. У всех у нас все работает по-разному. Этим астрология и хороша, что здесь каждый на своем уровне работает, и каждый любит то, что он любит. Невозможно заставить всех любить одинаково. Вот такая история. Но будет руководить на этой неделе нами всеми аспект любви и ненависти. И здесь в этом нужно очень хорошо разбираться, потому что от любви до ненависти всю неделю у нас разбег будет очень быстрый. То есть и туда, и обратно. И здесь нужно в этом хорошо очень сильно разобраться. Распадается уже к концу августа распадается Солнце с Ураном. Естественно, да, уже в субботу-воскресенье уже полегче, да, будет у нас эти аспекты. Пятница, 29 августа. Что можно сказать? День распадается точно так же Венера с Плутоном. Венера уже в 5 градусе, уже не настолько остро, но все равно, если вы что-то наметили себе вот первые 4 дня недели, то пятница будет как такой финал, когда нужно поставить точку. Например, если вы подписываете какие-то договора, Венера у нас в Скорпионе, соединение с Лилит, ребят, это пятница. И плюсом еще, конечно же, момент, хоть и по карме мы должны были как раз-таки оказаться в этом моменте времени, брать эту планку нам нужно как раз-таки разбираться с этим. Здесь очень много плюшек в этом дне, да, пятница, в принципе, спокойнее, чем понедельник, вторник и среда, тем не менее, однозначно. Пятница спокойнее, суббота будет немножко нервозная, немножко нервозная в силу у Луны в квадратуре с Меркурием, да, но пятница момент, когда все-таки страхи будут нами руководить. И здесь момент, готовы ли мы все-таки сделать вот этот шаг, к которому шли, к которому, ну, я говорила целый месяц и все лето, да, что у нас конец августа будет, какой мощный, да, и здесь либо мы берем планку, новую цель, в отношениях берем новый уровень, да, либо мы ну, либо остаемся на том уровне, но, скорее всего, коридор затмений, как-то вот этот сентябрь, он расставит нам координаты, что мы все-таки будем уходить, либо из отношений рабочих, любовных в том числе, да. Но я все-таки за то, что если ваши отношения недолгие, если у вас много чего связано в отношениях любовных, да, то здесь, конечно же, разговаривайте, ребята. Эти аспекты очень хорошие для того, чтобы ходить к психологу разговаривать, да. Эти аспекты очень хорошие, чтобы не ходить к психологу и разговаривать напрямую со второй половинкой. Но у большинства почему-то история того, что я не хочу разговаривать. Это как я делаю шаг и все делаю за человека. Ну, такая история. В парах никогда, в отношениях, а сейчас мир идет к такому, отношения это 50/50. Отношения это никогда не 50/50. Никогда, никогда, никогда. Потому что иногда ты ускоряешься, а вторая половинка зависает в том моменте, который не может пережить. И здесь ты либо ускоряешься, переделываешь все, что ты давно хотел, мечтал, к чему стремился, и потом возвращаешься к своей второй половинке, протягиваешь руку помощи, потому что без тебя человек не может подняться. Да? Либо твоя вторая половинка ускоряется, и ты останавливаешься, потому что тебе сейчас просто нужен момент подумать. И никогда отношения 50/50. А если кто-то заболел, а если у кого-то другие сложности, я не говорю про те сложности, когда просто в голове что-то коротнуло, и вот ради принципа я не хочу ничего решать, несите мне сюда. Я не про такое говорю. Я говорю про обычную, нормальную жизнь, не которая в соцсетях вот такая вот очень сильно красивая. Кстати, фокус социальных сетей и вот этой идеальной картинки очень сильно будет портить настроение и сбивать фокус с главного в жизни, с настоящей жизни. Это как раз-таки Марс в квадратуре с Юпитером. Это аспект конфликтности, то, как я хочу, чтобы была идеальная красивая картинка. Вот где-то я вот там вот увидел, в каком-то вот где-то фильме, в соцсетях, и я хочу так же, а у меня вот не понимают. Ребят, ну потому что все, что транслируется в социальных сетях, это кто-то на вас зарабатывает. Это факт. Поэтому здесь нужно иметь свою точку зрения
иметь свою опору для того, чтобы хотеть жить свою жизнь. Не как у не у соседа трава, понимаете, о чем я говорю? Поэтому отношения никогда не 50 на 50. Когда мы устраиваемся на работу, это тоже не все, это не 50 на 50 никогда. Ты приходишь на работу, и ты понимаешь, что ты можешь здесь сделать, да? То есть насколько ты развиваешь здесь свой потенциал, то есть насколько тебе здесь интересно. Если ты понимаешь, что твоя мотивация уже близка к нулю, значит, нужно брать новый уровень, либо идти договариваться на новую должность, убрать новые компетенции, расти, подтягиваться, потому что к концу недели очень сильно возрастет вот этот аспект. Марс в квадратуре с Юпитером, и первую неделю сентября он будет бушевать знатно. Поэтому здесь либо мы подтягиваемся до тех компетенций, нарабатываем те навыки, учимся, обучаемся, либо мы ругаемся и говорим, мы и так классные с короной, просто вы нас не видите. Если это так, и вы понимаете здраво и трезво так, тогда, конечно же, новая работа вас где-то будет ждать, и тогда, естественно, все это станет очень сильно еще актуальным у нас 1 сентября. Ретроградный Сатурн возвращается снова в третью декаду рыб. Поэтому что? Третья декада рыбы. а, Раз, два, три. Близнецы, третья декада. Третья декада стрельцы, третья декада девы. Это история снова возврата Сатурна, тех самых должностей, тех самых мощностей, тех самых социальных статусов, которые вы хотите, будут зависеть и от недвижимости, и от вашего потенциала, от вашего профессионализма в том числе. Поэтому здесь, дорогие друзья, наша жизнь не всегда 50 на 50. Иногда нам нужно сделать 120, чтобы потом получить то, что мы хотим. И я всегда за то, что если вы нутром чуете, что сейчас нужно сделать больше, что сейчас вот это самое окно, а я вам говорю, что на этой неделе как раз-таки то самое окно, когда нам нужно сделать больше. Потому что когда мы делаем больше, люди с нами в коллективе, либо же наша вторая половинка, они тоже обретают силы, и они вместе с нами готовы делать больше. То есть трудности нужно переживать вместе. Да, это сложно, но если вы сильный человек, поднимайтесь сильнее. Если вы слабый, находите в себе силы. И здесь нет хороших и плохих. Просто не у всех в жизни были потрясающие учителя, в жизни с детства были сложные моменты, которые закалили человека стать сильным, да. У всех по-разному. Здесь нет хороших и плохих, каждый здесь играет свою игру. Но эта неделя для того, чтобы найти свою самоценность, для того, чтобы в пятницу потрясающе побороть свои страхи, развеять все свои мифы. В субботу, да, Луна еще в Скорпионе, но все-таки во второй половине дня уже будет в Стрельце, да, в Стрельце. И суббота, но уже воскресенье, конечно же, что у нас? В воскресенье, в ночь с субботы на воскресенье у нас Луна будет в оппозиции с Ураном. Здесь, конечно, не начудить. Здесь, конечно, не начудить, не сказать, что как вы все меня одолели, атаковали, что мне хочется свободы. Вот продержитесь суббота вечер, ребят. Не натворите дело. Здесь еще и Солнце будет в квадратуре с Луной, когда наши внутренние эмоции и чувства начинают конфликтовать друг с другом. Да? Поэтому здесь ночь в субботу на воскресенье, ну, естественно, в воскресенье еще будем расхлебывать, потому что здесь, я вам еще раз говорю, на этой неделе нам нужен план. То есть если мы к субботу, к воскресенью подходим, что мы такие, вот мы прям понимаем, что такое ощущение, что все с нами хотят поругаться, да, бывает иногда такое. И здесь, если вы понимаете, что нет, да я здесь договорюсь, здесь спокойно, здесь, ну подожди, да. То есть если вы понимаете, что у вас есть большая жирная цель, то суббота, воскресенье, потому что Луна еще будет в Стрельце. Здесь два варианта. Либо поругаться и лежать на диване, говорить, какие все плохие, как мне с этим плохо, либо хороший день для поездок, хороший день для учебы, подготовки к учебе, для образования, для поездки, для путешествий, для отдыха, для того, чтобы написать себе, не знаю, большую жирную цель. Как-то вот я решил начать жизнь с чистого листа, по-новому, да, но будьте аккуратны, Солнце в квадратуре с Луной, наши чувства и эмоции, они, конечно же, у нас конфликт внутренний, да, то есть мы хотим сейчас так, через 10 минут мы передумали, то есть это вот такие ощущения. И да,
хочу сказать, что на самом-то деле и пятница, и суббота, и воскресенье очень хорошие дни, если мы не смолодушничаем, не побоимся пойти к своим целям. То есть если мы этот конфликт захотим перескочить, если мы объективно про себя все знаем, нам все понятно, да. А если мы все-таки понедельник, вторник, среда, четверг натворили дел, тогда, конечно, с пятницы по воскресенье у нас будут совершенно такие бестолковые дни, хотя абсолютно хорошие дни, и квартиру ездить, смотреть, выбирать, и автомобиль. Ну, то есть покупать себе, делать себе такие большие, мощные покупки, договариваться о сделках в том числе, да, брать большие цели в работе. То есть очень хорошие пройдут дни последние августа. И если, конечно же, мы не разругаемся. Если мы разругаемся, то тогда это будут такие дни, когда мы, как правило, прогуливаем. Ну и, конечно же, в воскресенье Марс становится в точную квадратуру с Юпитером, да. А здесь, конечно же, мы можем думать, что другие люди нас как-то тормозят, не понимают, недооценивают по большей этой части, потому что Марс в весах, а Юпитер в раке. То есть и вот эта такая история семейная, да, семейная и партнерская, она будет совершенно на других виражах. Не ругайтесь, не конфликтуйте. Получится легко конфликтовать на этой неделе. Я говорю, опять же, зачем? Если у вас есть по жизни план, и идите к нему с удовольствием, и все будет хорошо. Ну что, ребята, я надеюсь, рассказала понятно, рассказала четко, да. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях. Постараюсь на все ответить в режиме свободного времени. Ну и по классике в конце актуальные ролики. Если вы их еще не смотрели, посмотрите примерно, примите верное решение, потому что с этой недели августа у нас начинается очень активная жизнь, которая продлится у нас даже не до конца декабря, ребят, не до конца декабря. До следующего коридора затмений, который будет у нас в феврале 2026 года. Почему знаю? Потому что годовые гороскопы для вас пишу. Вот так. Ну что, ребят, желаю вам всего хорошего. И будьте активными, будьте сильными. Не идите на поводу у своих слабостей, тогда все будет по высшим астрологическим этажам ваших эмоций. Ну что, увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.